Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня у меня для вас обзор новиночки от компании Deepcool. Это 65% игровая механическая клавиатура KG722. Кстати говоря, в недавнем обзоре мышки Deepcool MC310 я предположил, что на рынке появится и другая игровая периферия от этого бренда. И как видите, клавиатура не заставила себя долго ждать. Итак, в комплекте помимо клавиатуры найдете руководство пользователя, пуллер для кейкапов и почти 2-метровый кабель. Если быть точнее, то его длина 1,8 метра. Он в нейлоновой оплетке, жесткий и с эффектом памяти. Коннекторы позолоченные. К клавиатуре подключается через разъем USB Type-C, а к устройствам через USB Type-A. Внешняя клавиатура выглядит строго и сдержанно, и лично мне это по нраву. Корпус сверху пластиковый, но сама клавиатура, я бы сказал, имеет вес, и как видно там почти 600 грамм. Ощущается монолитно, на скручивание практически не реагирует, поэтому могу предположить, что внутри используется металлическая пластина. В общем, по качеству сборки корпуса у меня вопросов нет. Так как клавиатура 65%, то есть у нее нет цифрового блока с правой стороны и верхнего ряда функциональных клавиш, то она, понятное дело, компактная. Ее габариты составляют длина 310 мм, ширина 102 мм. Передний край кейкапа в нижнего ряда находится на высоте в 30 мм от поверхности стола, а задний край кейкапа верхнего ряда находится на высоте в 40 мм. Изменить высоту верхнего ряда нельзя, так как здесь нет складных ножек. Резиновые ножки отличные, они крупные и не дают клавиатуре скользить по столу. Кейкапы из ABS пластика с лазерной гравировкой. И, кстати говоря, первой моей реакцией после того, как я достал клавиатуру из упаковки было: «Ау, ребята, а где буквы и цифры?» Как вы сами можете видеть, если смотреть на клавиатуру строго сверху, то на ней нет ни единого символа. Здесь они нанесены на боковой грани кейкапа. Мне сначала показалось, что это будет максимально неудобно, но я ошибался. Напротив, символы видно отлично, и в моем рабочем положении с набором проблем нет. Привыкнуть нужно только к тому, что здесь кириллица находится слева, а латиница справа. Это немного необычно, но к концу первого дня пользования KG722 я уже привык, и это не доставляло мне неудобств. Как вы могли заметить, Escape здесь выполнен в фирменном цвете Deepcool и имеет гравировку в виде логотипа бренда. Переключатели используются популярные и многими любимые Gateron Red с ресурсом на 50 миллионов нажатий. Они линейные и имеют приятный плавный ход. Сила нажатия 45 грамм, ход до срабатывания 2 мм, общий ход 4 мм. Стабилизаторы в длинных клавишах смазаны и отрабатывают на отлично. Нажатие везде одинаковое. Ну а дальше предлагаю вам послушать, как звучит данная клавиатура. Те, кто никогда такими клавиатурами не пользовался, могут спросить, а как же быть, если нужен доступ к функциональным клавишам? Здесь это реализовано через различные комбинации с клавишей FN. Список всех возможных сейчас перед вами. Понравилось мне то, что после нажатия на клавишу FN подсвечиваются белым только те клавиши, которые с ней комбинируются. Подсветка здесь яркая, так как под каждой клавишей находится отдельный диод, дающий направленный пучок света. По поводу равномерности и качества подсветки у меня вопросов нет. Читается все отлично в любое время дня и ночи. Настраивается как с помощью комбинаций клавиш, так и через фирменное ПО. Далее продемонстрирую некоторые возможные эффекты подсветки. ПО достаточно простое и вполне понятное. Я думаю, что с настройкой клавиш у вас проблем возникнуть не должно. Меню для макросов присутствует. Кстати говоря, Deepcool обновили ассортимент своих фирменных ковриков, и вот это как раз один из них. Он выдержан в стиле бренда и выполнен из качественных материалов. И как по мне, он станет отличным дополнением к набору клавиатуры и мышки от этого бренда. Ну и что в итоге? А в итоге, по моему скромному мнению, у Deepcool получилась отличная компактная игровая клавиатура. Она качественно собрана и отлично выглядит, и, что немаловажно, выполнена на долговечных популярных переключателях. Единственное, попервой нужно будет привыкнуть к расположению символов на кейкапах.
В остальном никаких особых претензий у меня к KG722 нет. Ценник на данную клавиатуру в Украине должен быть 2199 гривен. В рублях это на данный момент почти 6000, а в долларах почти 80. Кстати, напишите в комментариях, используете ли вы компактные клавиатуры, и если да, то какие. Ну и что вы вообще думаете о таком форм-факторе клавиатур? С удовольствием почитаю. На этом у меня все. Ссылочку на данную клавиатуру найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!